Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Саша Петрик, я тут мимо проходил, и ребята из Нави говорят, давай, заходи к нам в офис, будешь экзаменировать Блейда. Ну, меня долго уговаривать не надо, я любитель экзаменов. Наша команда — это сложный механизм. Каждая деталь должна быть совершенна. Нам нужна моментальная реакция, идеальная коммуникация и точность в каждом движении. Это и есть секрет победы. Ну и сейчас мы позадаем вопросы для тренера команды Нави, для одного из самых умных, наверное, в мире Counter-Strike вообще людей. Ты как вообще экзамены любишь? Нейтрально. Нейтрально? А опыт у тебя какой экзаменов? В школе, не знаю, в универе? Ну, просто вот есть необходимость его сдать, прихожу, сдаю, ухожу. Все. То есть у тебя максимально прагматичный подход, правильно? Без... У меня нет ни какого-то негатива и какой-то, не знаю, любви к экзаменам, например. То есть я не фанат экзаменов, и в то же время я их не боюсь. Хорошо. Насколько сильно ты помнишь историю вот, вообще Counter-Strike? Вот ты в Counter-Strike уже лет 20, если не больше. Ну, тяжело какие-то моменты конкретно в деталях вспоминать, но что-то помню, что не помню. То есть, например, помню, как играл Милитию с кольтом, который был еще с прицелом, с глушителем. Знаешь, там, как заложили, выводили. Кто-то уходил в подвал, кто-то ходил в гараж, закрывался заложниками. Блин, я помню, я в это время вот на этих картах играл, там, знаешь, паблики какие-то с друзьями по районам. Ну, в общем, память у тебя должна быть хорошая. Я надеюсь. Не факт. Ну, сейчас как раз проверим. Значит, смотри, первый вопрос. Какого игрока не было в составе Envious на DreamHack в Клуж-Напоке в 2015 году на мейджоре? Они его тогда выиграли. Кого из этих четырех не было в составе? Happy, NBK, RPK или Киошима? RPK. Легко для тебя, да, получается? Помнишь полностью состав, который выиграл тот Просто мейджор? сказал, что первый, кто пришел в голову. Ну да, ты прав. Там тогда Happy, NBK, Киошима, Кеннис и Apex играли. Так, молодец. Ну, это легкий вопрос, я, в принципе, тоже на него знаю ответ. Окей, а вот тут вот интересно. Какая команда никогда не выигрывала АЕМ в Катовице? Ну, либо там, ну, короче, турниры в Катовице, они там по-разному называются. Gambit, Virtus.pro, NiP или Fnatic? Не выигрывала ни разу. Не. Шикарно. Слушайте, легкие вопросы пока какие-то слишком для Блейда. Окей. Кто играл за Dot Team на ESL One Köln 2014? Конечно. Ты просто спрашиваешь вопросы. В 2015 году я был на этом турнире Клуж-Напоке, и прямо там был, в принципе, на сцене. Ну, в зрительном зале. В Катовице буквально мы выиграли, и там был недавно список кто выиграл. Кто играл в составе в 2014 году? В 2014, Ну, да. конечно, я помню. Все. Давай. Убик, Призрак. Не, Призрак зарядили на Флейме. Убик, Флейми, Бондик, Волтедит. И кто пятый? Ну, я. Мало ли. Окей, хорошо, тут с памятью все супер. Вот это вот, мне кажется, сложный вопрос сейчас будет, смотри. Каким был первый состав Face Clan? Они вот Там постоянно вопросы, носились. примеры какие-то есть? Нет, вариантов просто. здесь нет. Здесь нужно просто очень жестко память напрячь и вспомнить. Ну, тяжело. Я знаю, что там, возможно, был Макелелли, но, опять же, там был какой-то состав G2, потом, который стал Face. Я вот спутаю эти моменты немного. Так там сложно не запутаться, там они постоянно туда-сюда. Понимаешь, вот я вот единственное не помню, что была Kinguin G2 вроде, и потом они как-то стали Face. А когда они стали Face, вот что-то узнает. Возможно, Ну, смотри, есть был игрок, Деннис. есть игрок, который всегда был в А Face. Деннис, наверное, не был, потому что он потом пришел. И он сейчас там. Да. А, тогда легко. Рейн. Так, Рейн. одного есть, одного отгадали. Хорошо. Пускай будет Макелелли. Хорошо, есть там такой. Эм, Еще трек. Там. Хорошо, тогда С мы этим назвали проблемы Макелелли и Рейна. Давай возьмем Скрима. Был он там? Не было скрима. Он был Jet King просто, по-моему, до этого. Ну ладно. Ну тогда, где мы просто он Деннис. И Денниса не было в этом составе. Это максимально интернациональный состав, то есть тут Фокс. Фокс, да, здесь есть. Окей, 3 из 5. Осталось еще 2 скандинава. А эти два игрока, они сейчас в Тир-1 команде играют? Нет. А когда-то были? Нет. Конечно, конечно. А сейчас Тир-2? Да. То есть они сейчас активные игроки, да? Да. Интересно. Даже в Valorant, потому что я смотрю, вот реально ни одного Valorantера нет. Макелелли лишь не ушел в Valorant. О, Эйзи. Да. И остался последний. Прям вот сейчас вот самое, что ни на есть Тир-2. А ты сказал, может Тир-3 все-таки, не Тир-2? Ну тут все зависит от того, как ты... Что ты имеешь в виду под Тир-2, Тир-3? Это такое понятие, знаешь, размытое. Ну он имеет хорошие шансы поехать на мейджор.
очень хорошие в этом году, на вот этот ближайший. Страну назвать тебе? Ну, Дания, Не, Швеция, не, Финляндия, нет, Нидерланды. Ты нет. сказал просто скандинав. Ну да. Что еще там есть? Еще есть Норвегия. Я назвал не Кого? Норвегию. А я не говорю Норвегию? Нет. Стоп. Ну, Норвег? норвежец, да. Самый известный это Рейн. Но есть второй. Не, ну был Рубино, но он не играет нигде. Сейчас смотри, может я туплю? Такое бывает, но мне кажется, нет. Фу, подожди. слава богу, он норвежец. Типа, знаешь, какой-нибудь условный... Нет, не может быть Хаузер какой-нибудь. Короче, тебе подсказывают? Да. Этот чувак играет в экстремум сейчас. Джекей. Да, молодец. Фух. И он, знаешь, этот игрок, который реально был долгое время в фейзах, Мгм. потом он просто исчез и снова появился с австралийцами, с играет австралийцами вообще и играет с ними всю жизнь. Ну, в общем, очень интересный персонаж. Ну вот, Да. наконец-то мы нашли сложный вопрос. Хорошо, а вот сейчас интересно. Называть команду по составу. Назвать команду по составу. Называю состав. Фриз, Глейв, Вальде, Моди и Снэппи. Надо назвать команду. Да, вот Название. Вот Давай еще раз. название Фриз, команд, Моди. которые они играли. Фриз. Это Вообще, было, кстати, где он это был? было в CSGO? Да. Глейв, Вальве, Моди и Снэппи. Значит, Фриз, Моди, Снайп, это уже интересный глейв. Да, это прикинь, сколько здесь вообще. Фриз. Моди, Глейв, Снэппи. Как вообще можно было собрать этот состав? Может, это Фнатик? Не. Нет. Просто Моди играл с Фризом Фнатик, я помню. Я, честно, сам не знал, что вот это вот. СПА? Нет. До сих пор вот сейчас команда на слуху, скажем так. Мы очень давно. Хрен знает. Вот, кстати, очень близко. Он вряд ли это героик. Слишком на слуху, да? Может, хотя бы страну? Страна? Ну, организация. Ну, да, не. На ЦПА что-нибудь сказал, это не то. Да? Трикет? Блин, мне жалко, я тебя мучаю уже немножко. Это герой. Я же сказал. Ты сказал мне герой. Сказал, но это же не герой. Это же не герой, точно. Поэтому я и решил тебя не мучить. Я для себя поставил галочку, что я ответил. Так, теперь смотри, теперь задача. Нужно назвать турнир по фото. Сейчас тебе покажу. Пошла аналитика. Пиксели. Молодой Саня. Слушай, что это? Это Шакель? Почему у него часы? Бласка. Нет, у него странная форма. Слушайте, вот мышление, способ мышления, да, аналитика, дедукция, здесь сейчас все задействовано. Значит, это финал, в котором Нави проиграли. Ну, это Лондон, мажор. Нет. Киев, Старлада. Нет. Тогда это Бласт какой-нибудь. И не Бласт. В 2018 году. Да. Потому что они тогда выиграли 3 турнира. Сегодня был финал, когда проиграли они. Да. Не мажор и Да. не... Да, проиграли в финале Астралис 2-0. И это не мейджор в Лондоне. Ну, ESL турнир? Нет, не ESL. Остается там, Ну, один турнирный На самом оператор. деле сейчас это ясно. по факту- Дримхак. Так еще не наоборот. Все, это было Дримхак в Мальму. Нет, Стокгольм. нет. Ну, мне кажется, он один раз. только такой. Марсель какой-нибудь? Да, да. Так, ну смотри, дальше нам нужно назвать скрытого на фото игрока. Прикольно. Похож на Пимпа. Это твой ответ? Ну да, Пимп, кто же это еще? Да? Да. Значит, нужно расположить по убыванию. В зависимости от количества выигранных мажоров. От наибольшего количества выигранных мажоров к наименьшему. FNX, KNS, Glaive и мой любимый Pronox. Ну, начну давай с Глэйва, потом с Пронокса. Потом будет Кинес, потом FNX. Вообще не могут по-равному. Ну, вообще 2-1, по-моему. Ну смотри, у кого-то тут больше всего, у кого-то меньше всего. Ну, я сказал уже. Итак, Pronox, Glaive. Нет, почему? Подожди, Глэйв же больше выиграл, чем Пронокс. Ты что? Я просто неправильно передал твои слова. Ты сказал сначала Glaive, Конечно. больше всего правильно, потом Pronox, Да. потом кто? Я говорил Кинес. Потом KNS, Да. а потом FNX. Да. Ну вот только FNX и KNS это передал. Два. FNX выиграл 2. Да, и он, по-моему, ни одного матча не проиграл на мажорах. Ну, Вообще. я слушаю про это, да. Да, и KNS один только вот в Лужнапаке в 2015 году. Нужно, опять-таки, по убыванию расположить. Как долго играли за Virtus.pro? В зависимости от того, Состав. кто больше всех, да, именно дней в составе Virtus.pro. И у нас тут такие товарищи. Бьяли, Тас, Паша, Миху и Джейн. Давай так. Паша. Больше всех. Потом Тас, Биалил потом убрали. Тас еще, по-моему, остался. Разве нет? Вряд ли бы они играли без... Да, наверное, играли. Давай так. Паша, потом Бьяли,
Потом Таз. Кто там еще остается? Миху и Джейн. Миху и Джейн. И нужно называть, на каком они дне были, да? Кто из них больше всех? Глубже. Именно в сумме дней в составе ВП провел. Глубже дней. Глубже дней, да. Джейн и Миху, да? Да. Причем разница у них давай так. вообще маленькая. Потом идет Джейн, потом Миху. То есть у Джейма больше дней в ВП, Да, чем у да. Миху. Так, ну смотри. Значит, правильный ответ какой? Больше всех сыграл Бьяли. Угу. 1885 дней. Он пришел вместе с Пашей и Тазом, но еще и после Паши и Таза он тоже играл там со всякими другими Я кого поляками. сказал, Паша? Ты сказал, что Паша выше Да, всех. неправильно. Да, Паша сыграл больше Таза, потому что Таза Да. после истории с Мерседесом пути разошлись с Virtus.pro. Ну и Миху Джейн, Миху пока еще на данный момент чуть-чуть больше игр, точнее дней в ВП провел, чем Джейн. Хорошо, последний вопрос для тебя. На кону ничего. Кто и в каком матче сделал этот хайлайт? Сейчас тебе покажу. Ну, с этим не очень. Не. Не очень? А ты помнишь какие-нибудь свои хайлайты, кстати? Вот какой-то самый запоминающийся твой личный хайлайт? Какого-то супер яркого не было, знаешь, были просто там хайлайты по минус 4, минус 3. То есть я знаю просто игры, мы как раз пацаны мне скидывали мувик из 1.6, и мы как раз на днях его смотрели. Они там все примерно одинаковые эти моменты, понял? Там против Нави за Киршнет, против Нави за Гитхар, там типа. Там за гейми какие-то были прикольные моменты. В общем, вот, но я имею в виду, что какого-то одного нет, я да? не все хайлайты типа смотрю, понял, чтобы их помнить, вот, но я могу вспомнить. Ладно, давай посмотрим, вспомнишь ли ты, кто автор этого Например, хайлайта? Саню вспомню, он падал на кэш. Там Колдзера прыгающего вспомнил. Не, ну это, конечно, ты молодец, ну, Ну это вот. память у тебя, слушай. Ну давай вот это вот попробуем вспомнить. Карта Cobblestone. Рамочка. Жестко. Я помню, Какая раскидка, ну? помню этот момент, но не помню кто. Нужно подсказочку, другую бумагу. Блин, я прям помню, что за столбом не переводить. Как будто бы своими глазами видел, да? Есть версии? Я видел этот момент, но не помню, кто его сделал. Ну, примерно. Где ты его видел? Давайте сказать подсказку какую-то там. Игрок какой команды, ну, не знаю. Ну, мне кажется, ты играл в этом матче. Маркелов? Ну, как ты это понял? Как с РПК и... С пингом? Да. Это какие-то Ну, то есть, мысли. не знаю, просто всплывает сразу, типа, я сначала думал, что Маркелов, и не хотел Хорошо, говорить. ты помнишь этот матч? Возможно, это было Small Sports, Фидопа, но не факт. Это там, где еще, я помню, вот это мимасное, да, видео с тобой. Это вот этот Cobblestone? Возможно. Ну, видимо, да. Это действительно Маркелов, это действительно Flipside Tactics против All Sports в Коламбусе в 2016 году. Видишь, все-таки мы смогли твою память достаточно напрячь, ты все вспомнил. Молодец. Цените вы память? Да, тренера команды мы ждем надо. оценку. Оценку, Будем да, ее обязательно. анализировать. Я просто обычно ставлю в своих в экзаменах на своем канале, я обычно ставлю оценку сам, в зависимости от успешности. Но здесь правила как бы у Нави такие, что нужно в комментах, чтобы зрители написали, какую оценку заслуживает Blade за свои знания истории CSGO. Александр, тебя отшанул? Да. Проанализирует все ответы и даст свою оценку. Хорошо, хорошо. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Тебя Александр зовут? Это лучшая концовка.